Дорогие друзья, я хочу вам раскрыть один свой личный секрет. Э, Как я наказываю своих недругов рублем. И почему мои враги со временем хилеют, болеют, сходят с ума, ведут себя неадекватно, становятся посмешищем, разоряются и исчезают потом с экранов телевидения. Э, Это древний ведовской секрет. У каждой ведьмы есть свой метод это провести. Но если она ведьма, если она знает, если она богата знаниями. А вам я решила подарить более ритуал, скажем, попроще, по силе равносильный, но только для обычного человека. Вот некоторые говорят, а почему ваши враги не умирают? Умирали. Мои враги умирали, умирали друзья-предатели, умирали и честно говоря, меня это не удивляет, но немножко самой становится не по себе, потому что из тех подруг, которые у меня в жизни были и которые со мной подло поступили, человек 5 точно умерли в разное время. Наказывают силы. Но есть те, которые могут жить, но это не говорит о том, что они что-либо против тебя сделают. Наоборот, чем больше говорят про тебя, тем больше людей о тебе узнают, тем больше людей приходят. Действительно так происходит, потому что людям же интересно, любопытно, что это за чудовище такое, что это за страшная женщина, о которой там рассказывают, там же 20 жизней не хватит, чтобы сделать все, что ей приписывают. И они приходят ради интереса, остаются на моем канале. И так появляется больше людей и публики. Так вот, а как сделать так, чтобы они платили за все, что делают и говорят? Это некий справедливый суд, чтобы они платили штраф. Зачем ходить по судам и милициям, если можно совершить свой суд колдовской? И за каждую сплетню, за каждое слово они будут платить вам деньги. Вот как они будут это делать? Не приходите и отдавать себе свои деньги и говорить, на, возьми, потому что мы о тебе плохо подумали или мы сплетничали. Нет. Силы судьбы, духи справедливости будут брать у них это благополучие и давать вам. У них будет убывать, у вас будет прибавляться. Я вас сейчас научу, как это делается. Как видите, я уже личные свои наработки вам дарю. Но мне не жалко. Я хочу, чтобы справедливые люди, достойные люди брали верх над двуногими существами, которые считают, что имеют право поганить другому человеку жизнь, распуская сплетни, распуская грязь и так далее. Если вы знаете этих врагов, пишите их имена. Если вы не знаете, то просто пишите «мои враги». Что для этого нужно? Для этого вам нужна такая толстая черная восковая свеча, трава полынь. Сейчас я не буду зажигать, потому что, если честно, устала. Я просто вам объясню, что и как. Полынь, восковая свеча, абсолютно чистая бумага. Можете взять там для печати, в общем, обычную бумагу. Она должна быть чистая. Красные чернила, красная ручка. Берете и пишите сверху долговая грамота. Внизу пишите список врагов и не бойтесь. Кого подозреваете, чем больше людей вы подозреваете, тем лучше, тем больше денег к вам будет приходить, с них будет убывать. Они будут терять работу, они будут терять то, это. В общем, с них будете вы получать, тянуть деньги. Всю свою жизнь, если хотите. Но хочу вам сказать, что раз в месяц обновляйте эту грамоту. Сожгите и обновляйте новые грамоты. Потому что те, у которых вы берете, если вы узнаете, что они наказались, лишились работы всего-всего,
значит, от них уже толку мало. Эту грамоту надо сжечь и закончить эту связь. Все, вы с ними расправились, они свои получили. Дальше можете продолжать. Или вы считаете, что этого достаточно, они понесли наказание, значит, уберите эту грамоту. Пока эта грамота есть, с них деньги будут убывать и к вам прибавляться. Долговая грамота, пишите сверху. Может, так прям красиво написать. Снизу список весь всех тех, кто вас обидел сейчас, давно, на работе, соседи и так далее. Если вы не знаете, в голову никто не приходит, хотя это редкий случай, чтобы вы не знали своих обидчиков. Обычно люди все-таки догадываются, кто это. Если никого не знаете, пишите «мои враги». Но тогда пользы будет чуть меньше, потому как здесь нужны четкие названия. Вот как вы подаете в суд на человека и говорите, вот он мне должен там столько-то денег. Вы четко, ясно должны назвать все инициалы этого человека. Если вы пойдете и скажете, не знаю, кто там мне должен, но навряд ли суд будет заниматься вашим вопросом. Понимаете? Вот здесь нужна четкость. Вы уверены, что этот человек о вас сплетничает, или говорил этот человек вам в лицо, или мешает вам жить. Вот, ну, вы знаете, что этот человек специально вам причиняет боль, специально вам вредит. Прекрасно. Пишите его имя. Итак, долговая грамота. Написали все имена ваших врагов. Начитали 6 раз, пока свеча горит, и вот полынь нужно сжечь в определенные емкости. Берете, значит, сворачиваете вот так вот кулечком, то есть делаете такую, ну как называется-то, уже забыла. Ну, в общем, нужно свернуть в трубочку. Обматываете красной шерстяной нитью, привязываете, нужно завязать и капаете сверху вот воском черным, как обычно в старину печать ставили, да? Чуть-чуть капаете, ждете, пока она высохнет. И в сундуке отдельно прячете. Черная свеча должна догореть. И вместе с этой травой полынью выносите и оставляете столько монет, сколько врагов вы там написали. Оставляйте под деревом в течение 3 дней. Ничего не говорите, просто оставляйте и уходите. И через некоторое время у вас начнется приход денег. Отсюда, оттуда и так далее. Этот ритуал очень справедливый. Объясню почему. Если человек о вас не говорит, то у него эта сумма не уходит. Если человек о вас говорит, значит уходит. То есть вы назначаете духов судьбы как приставов, чтобы они следили за этим. Если человек виноват, если человек действительно о вас говорит, если человек сплетничает, если человек пытается навредить, оскорбляет вас и так далее, неважно, вы об этом знаете или нет, каждый раз он оплачивает штраф некий. То есть у него убывает, к вам прибавляется. Из ниоткуда у вас могут появиться клиенты, если вы торгуете там или своим делом занимаетесь. Прибавка к, значит, к зарплате мужа и так далее. Эти деньги из разных источников к вам будут приходить, потому что вы назначили приставами сил судьбы. И, естественно, судьба справедлива. Говорят они про вас плохое, вот какую сумму вы назвали, оттуда у них берется, к вам идет. Если в день они целыми сутками сплетничают, значит, у них там будет что? Вот смотрите, Вселенная как весы. Здесь убавляется, здесь прибавляется. Значит, например, у нее там с кошелька упадут 20 тысяч рублей, а у вас внезапно из ниоткуда добавят там 20 тысяч, или премию заплатят, или там, например, кто-то вам подарок сделает, или муж принесет из ниоткуда, или заказы посыпятся. Но эти 20 тысяч, которые этот человек потерял, вы не их подберете и не их возьмете. Но этот человек потеряет, а к вам придет через вот эти вселенские, скажем так, невидимые нити и дороги. Я надеюсь, поняли, о чем я говорю. Если человек не говорит о вас, ничего плохого не делает, ничего у него не убавится. Согласны, что это справедливо? Человек гавкает на вас, у него потери денежные, у вас прибавление. Вот таким образом. Так вот, я хочу вам сказать, что очень много
что мне приходят, во-первых, подарки, благодарности от людей, это само собой разумеющееся, но еще и от тех людей, кто пытается мне навредить. И все те люди, которые обо мне что-либо говорят, я всегда говорю, говорите как можно больше, потому что чем больше вы говорите, тем больше я получаю денег. Это реальность. То есть сделать так, чтобы повернуть эти все сплетни и грязь в свою пользу, обогатиться за счет них. Они говорят, они теряют. У них денежные потери. У них кто-то внезапно заболел, они потратили 50 тысяч, чтобы вылечить. А у вас внезапно на 50 тысяч подарок пришел. Понимаете? Вот с них убывает, к вам прибавляется. За каждое упоминание о вас они платят деньгами. Они это не понимают. Они не понимают, почему у них там посыпались какие-то проблемы, почему они вот платят, почему у них в машину стукнуло, они новый мотор купили и пришлось потратить. Почему так получилось, что у них там телевизор сгорел, и им пришлось там что-то сделать. Почему так получилось, что им вот что-то это понадобилось, крыша развалилась, они новую сделали, они все время убытки терпят. Но все деньги, которые они тратят, то есть они отдают Вселенной. Вселенная через другие пути и дороги приносит вам, отдает. Почему? Потому что это справедливо. Не будут они говорить, не будет у них убытков. Будут говорить, будут платить. Согласны? Вы же на них не наводите ничего. Вы знаете, кто это. Или вы пишете «мои враги». Я, например, кого знаю, там некоторых пишу, а внизу дописываю. И остальные такие же или похожие, или остальные, которые мне вредят. Делаешь эту грамоту, и все. И можно сказать, ты обогащаешься за их счет. Вот если в мирской жизни за оскорбление личности суд берет какую-то там плату, отдает тебе, то в тонком мире тот же самый суд состоится. Точно так же они теряют, и ты приобретаешь, только они, может быть, и догадываются, а может, не совсем, но в любом случае это более справедливый, более действенный суд и правильный. Правосудие. Итак, полынь, свеча. После того, как провели столько монет, сколько вы написали, если просто написали «мои враги», несите, отдайте 6 монет. То есть 6 раз вы говорите. Значит, это догорает, полынь нужно зажечь, траву нужно окурить. Абсолютно новую, то есть чистый лист бумаги пишите «долговая грамота». И внизу список. Дальше. Какую сумму вы назначаете, сами решайте. Ну, не назначайте там астрономических. Учитывайте, что несколько раз в день эти люди о вас или пишут, или говорят. Ну вот несколько раз они будут терять определенные деньги, денежную сумму в никуда. Но оно придет прибавиться к вам. Я, например, вот, грубо говоря, назначаю 5000, предположим. После чего вы, значит, запечатываете, капая воском сверху, и прячете в сундуке. Обновляйте каждый месяц, чтобы уж наверняка. Может быть, у вас добавятся враги, может, кто-то убавится, помрет, или там уже вы решите, ну, достаточно, с него уже брать нечего, и так далее. Когда решите, что этого достаточно, сожгите эту грамоту, и все пройдет, как и пришло. Итак, начнем. Я темной ночью силой магии творю справедливость. Каждый мой обидчик мне будет должен. Накладываю на вас грамоту долговую и печатью судьбы запечатываю. За каждое слово против меня беру с вас 5000 рублей. За черную мысль против меня беру с каждого из вас по 5000 рублей. За каждую сплетню против меня я беру по 5000 рублей. За каждое оскорбление беру по 5000 рублей. Сию грамоту у себя храню. С вас за зло и сплетни себе деньги тяну. С вас убудет, ко мне прибудет. Что заработаете, я себе возьму. И это справедливо. Грамота лежит в сундуке.
с вас тянет деньги ко мне. Платите за свой грязный язык и злое сердце. Судьба будет судьей, а духи как приставы. Суд постановил, а духи с вас берут, и ваши деньги мне несут. Силы магии пришли в движение, и все исполнили. Заклинаю. В чем разница между ритуалом для практиков? Разница в том, что там немножко темные силы, темные дебри призываются. Здесь именно силы судьбы. Вам лучше так. Итак, я темной ночью силой магии творю справедливость. Каждый мой обидчик мне будет должен. Накладываю на вас грамоту долговую и печатью судьбы запечатываю. За каждое слово против меня беру с вас 5000 рублей. За черные мысли против меня беру с вас 5000 рублей. За каждую сплетню против меня я беру по 5000 рублей. За каждое оскорбление беру по 5000 рублей. Сию грамоту у себя храню. С вас за зло и сплетни себе деньги тяну. С вас убудет, ко мне прибудет. Или от вас убудет. Это разницы никакой. Что заработаете, я себе возьму. И это справедливо. Грамота лежит в сундуке, тянет деньги ко мне. Платите за свой грязный язык и злое сердце. Судьба будет судьей, а духи как приставы. Суд постановил, а духи с вас берут, и ваши деньги мне несут. Силы магии пришли в движение и все исполнили. Заклинаю. И еще раз. Я темной ночью силой магии творю справедливость. Каждый мой обидчик мне будет должен. Накладываю на вас грамоту долговую и печатью судьбы запечатываю. За каждое слово против меня беру с вас 5000 рублей. За черные мысли против меня беру с каждого из вас по 5000 рублей. За каждую сплетню против меня я беру по 5000 рублей. За каждое оскорбление беру по 5000 рублей. Сию грамоту у себя храню. С вас за зло и сплетни себе деньги тяну. От вас убудет, ко мне прибудет. Что заработаете, я себе возьму. И это справедливо. Грамота лежит в сундуке. С вас тянет деньги ко мне. Платите за свой грязный язык и злое сердце. Судьба будет судьей, а духи как приставы. Суд постановил, а духи с вас берут, и ваши деньги мне несут. Силы магии пришли в движение и все исполнили. Заклинаю. Сидя дома, заработайте деньги. Как говорится, миллион с куста. Лишними не будут. Правда ведь? Правда. Потому что если люди чисты перед вами, то они ничего не потеряют. А если потеряют, значит, они этого были достойны. Вы даже удивитесь, как из ниоткуда будут приходить деньги, а потом вдруг люди, на которых вы не подумали бы в жизни, скажут вам, что-то внезапно я начала какие-то расходы непредвиденные, непонятно откуда, что это за напасть, кто-то сглазил, что не могу понять. А на самом деле это говорит о том, что человек за вашей спиной говорит о вас грязные вещи. И тут же приставы, духи, которых вы наслали на них, раз, взяли, принесли, вам отдали. Все, штраф нужно платить. Так что вот так, дорогие друзья. Еще один секрет вам подарила. Еще раз говорю, подарила для вас безопасный, сильный ритуал без темных сил, с участием сил судьбы. Они не менее сильны, но для вас лучше в темные дебри, естественно, не лезть. Моя личная наработка дарю вам. Ну, это, естественно, и практики могут вполне провести для себя. А эффект вы сами увидите очень быстро. Всем удачи, друзья мои. Да, и никогда не жалейте тех, кто вас бы не пожалел. Вот и все. Пусть платят цуки.